Всем привет, это Денис Вейбер. «Симпсоны» я начал смотреть еще в детстве и, конечно, не понимал и половины шуток в сериале. Но сейчас периодически пересматриваю мои любимые серии с 7 по 20 сезон, и с каждым разом они нравятся мне все больше. Думаю, не стоит рассказывать о том, насколько успешными являются «Симпсоны» и как много народной любви они получают до сих пор. С момента создания канала Poly Road я нахожу идеи для своих новых проектов во всем. Так было с созданием города из игры Герои и моделированием уровней из Battletoads. И в этот раз мне захотелось создать один из самых главных символов сериала — Дом Симпсонов. В нем они проводят чуть ли не большую часть времени всего сериала. В этот раз я создам настоящий Дом Симпсонов с подробным планом комнат, гаражом, задним двором и лужайкой. В сериале на вид он мультяшный, каким и должен быть, но я решил добавить чуть больше реализма с помощью текстуры и освещения. И в итоге мы с вами увидим, как Дом Симпсонов мог бы выглядеть в реальной жизни. Скоро на канале выйдут новые серии видео, поэтому не забудьте подписаться на Poly Road, чтобы ничего не пропустить. В интернете я нашел сразу несколько планов дома, но этот мне показался наиболее подходящим. Самым сложным во всем проекте было то, что на разных кадрах из мультфильма дом выглядит по-разному. Деревья то появляются, то исчезают. На схеме дома окон меньше, чем на виде снаружи, а внутри расположение отличается и от схемы. В общем, мне нужно было выбрать что-то среднее между теми вариантами, которые я нашел. Я мысленно заглянул в будущее и подумал, что мне в любом случае придется менять расположение стен, окон и других элементов дома. Но пока я накидал план стен, перегородок, проемов для дверей и окон для первого этажа и принялся за второй. На втором этаже планировка слегка отличается от первого, но несущие стены на этой схеме почему-то местами не совпадают, поэтому я подогнал их для каждого этажа. В доме есть еще и подвал, но так как его не видно снаружи, я пока не стал его создавать. Такие схемы и планы зданий на самом деле сильно облегчают жизнь моделлерам. Если бы не они, пришлось бы собирать дом только по кадрам из мультфильма, и получилось бы что-то наподобие дома Фландерса, который построили в одной из серий. Сейчас здание похоже на долгострой в одном из спальных районов, но совсем скоро оно примет более приятный вид. После того, как я разобрался с окнами и дверями, добавил крыши для разных частей дома. В левой части красуется высокая печная труба, через которую Санта каждый год попадает к Симпсонам в камин. Сама по себе труба очень узкая, но мультфильм часто пренебрегает такими мелочами, как реализм. Уже сейчас можно прогуляться по комнатам дома с ремонтом от застройщика. Одна из важных частей всей сцены — забор. Он огораживает участок Симпсонов, а у меня в проекте еще будет использоваться как ограничение вообще всей сцены. Чем дальше я продвигался в создании дома, тем больше референсов мне требовалось. И я сделал больше 100 скриншотов из разных серий Симпсонов, чтобы точно ничего не пропустить. Справа от дома я добавил стену, которая отделяет участок Симпсонов от участка соседей. Кстати, никогда не задавался вопросом, кто кроме Фландерсов живет по соседству с главными героями. По моим скудным познаниям в архитектуре американских пригородов и игре Cities XL, я знаю, что здания в них стоят вдоль однотипных дорог и тротуаров, которые делят большие районы на районы поменьше. Я добавил выезд из гаража и выставил плиты с бордюрами, для которых потом создал материал наподобие бетона. Можно было добавить немного вариативности в виде сколов и трещин, но плиты в сцене далеко не самый главный объект. Большие окна на первом этаже чем-то напомнили мне лоджии в российских домах времен СССР. Бывает, начинаешь моделировать какую-нибудь деталь, а спустя 30 минут проклятий понимаешь, что все можно было сделать с помощью других инструментов и гораздо проще. Для окон сверху я выдавил контур, добавил перекладины и объем с помощью модификатора Solidify. На скринах из мультфильма стекла в доме имеют голубой оттенок и полностью непрозрачны, чтобы нельзя было заглянуть внутрь. Конечно, иногда они становятся прозрачными, если это требуется по сюжету. С давних пор я перестал искать логику в мультфильмах. Для стекол я настроил шейдер стекла, который по умолчанию есть в блендере. Хоть сейчас стекла и выглядят непрозрачными, на финальном рендере все будет более приближено к реальности. Кстати, в своем следующем видео я буду создавать текстуры с помощью программы Substance Painter. Если вы никогда не слышали о ней, эта программа по сути стандарт геймдев индустрии. С помощью нее огромное количество игровых студий создают текстуры для своих хитов. Так что если вы все еще сомневаетесь в том, чтобы подписаться, можно сделать это прямо сейчас.
точно будет интересно. А тем временем я добавил оконные рамы и стекла для всех окон дома. Так как окна имеют почти одинаковую форму и одинаковые материалы, достаточно было скопировать уже созданные модельки и подогнать их по размерам. В своих видео я постоянно сравниваю 3D-объекты с объектами из реальной жизни. Например, здесь я смоделировал ворота для гаража, которые потом, слегка доработав, можно будет открывать и закрывать как самые настоящие. Двери тоже можно сделать буквально в пару кликов. Я создал контур, выдавил из него геометрию, а потом придал объем с помощью того же модификатора Solidify. Пока я использую базовые материалы, но совсем скоро добавлю им больше реалистичности. Еще несколько штрихов в виде дверных ручек, замочных скважин и двери почти готовы. Осталась только одна деталь. У нее даже есть название — дверной молоток. Мелочи всегда сильно влияют на общее впечатление о сцене. На заднем дворе Симпсонов больше всего объектов. Тут и дом на дереве, и качели, гриль для мяса и много чего еще. В разных сериях сериала на заднем дворе предметы и даже деревья то пропадают, то появляются и с завидным постоянством меняют свое расположение. Поэтому я решил выбрать несколько разных объектов, которые бы смотрелись гармонично и были в тему. Я начал с оранжевой плитки, которую создал из обычной плоскости, добавив углубление. Почти во всех кадрах из сериала около двери во двор стоит гриль на колесиках. Такой гриль в нашей стране превратится в одноразовый мангал, который все используют годами. Гриль состоит из сферы, которую можно разделить, если нужно будет создавать анимацию. Но пока я просто создал похожую на оригинал модельку, добавил ей ручки, ножки, решетку и колеса. Как я не устаю говорить, вся суть в мелочах. Поэтому я, конечно, не забыл про антенну на крыше. На заднем дворе где-то между кустами закопан небольшой мусорный бак. Он играет не последнюю роль в сериале, и в одной из серий Гомер использовал его в качестве средства для лечения больных спин жителей Спрингфилда. Чтобы более точно передать вид американского бака с заднего двора, я скачал такой референс и смоделировал бак по нему. Создаем цилиндр, выдавливаем его верхнюю часть вовнутрь, а по бокам добавляем геометрию для углублений. Накрываем бак крышкой, созданной с помощью петли самого бака. Готово! Теперь вы знаете, как создать мусорный бак в блендере. На лужайке перед домом красуется почтовый ящик с модным красным флажком. Я смоделировал ящик из цилиндра и куба. Проще простого. Не важно, что этот кран пропадает и появляется, когда ему нужно. Главное, что для него тоже нашлось свое место. Если я не уверен в каком-то референсе, всегда ищу другие. В большинстве случаев зрители не заметят никаких различий. Если смотреть на дом с такого ракурса, на крыше не видно отдельных кусков черепицы, которые появляются, когда камера подлетает ближе. Я решил создать черепицу, которая будет больше приближена к реальности. Для этого я добавил первый кусок, размножил его с помощью массива и подогнал получившееся полотно под размер крыши. Потом отзеркалил на противоположную сторону и добавил модификатор Displace. Черепица получила небольшие неровности, чтобы не выглядеть просто гладкими плитками. Перед тем, как закончить с крышей, я настроил шейдеры так, чтобы блендер красил кусочки черепицы в случайные оттенки коричневого цвета. Согласитесь, так все выглядит намного интереснее. Раз уж я взялся за черепицу, почему бы не добавить вариативности и забору? Может показаться, что черепица и забор совершенно разные модельки, но для забора я добавил точно такой же модификатор и так же, как для черепицы, настроил текстуру. В некоторых местах дома выступают кирпичи. Это что-то наподобие потертостей или отвалившейся штукатурки. Можно было сделать их с помощью текстур, но я решил не заморачиваться, выдавил геометрию в нужных местах и покрасил кирпичи другим цветом. В 3D круто то, что вы сами можете представить и решить, как должна выглядеть та или иная моделька или материал на ней. Эти плюсы дают бесконечную творческую свободу. Я уже рассказывал о 5 плюсах в работе с 3D в своем видео. Для текстуры дома я собрал такие ноды. На первый взгляд кажется, что это очень заморочисто, но на самом деле здесь просто смешивается несколько типов процедурных текстур и шумов. Зато после настройки цвета результат получился таким, как я хотел. Я добавил текстуру травы и начал настраивать материал бетона для плит. В отличие от PBR текстур, о которых я говорил в одном из видео, процедурная генерация не использует текстуры, а создает материал как бы на лету. Для дерева я выставил такие настройки материала и снова добавил разнообразие в цветах с помощью нода Object Info. Для оконных рам, дверных косяков и других деревянных частей я добавил похожий материал дерева. На самом деле можно вечно настраивать, изменять, добавлять какие-то дополнительные ноды для текстур, но жаль, что большинство таких изменений просто будет незаметно обычному зрителю. Главное, чтобы в итоге картинка выглядела
выглядело так, как нравится дизайнеру. Пришло время домика на дереве. Этот домик тоже участвовал во многих сериях Симпсонов. По сути, домик на дереве — это обычное дерево, ветки которого растут так, что на них можно разместить деревянную коробку. Поэтому половина дела — смоделировать дерево. Ствол дерева можно создать из обычного куба, выдавливая геометрию в нужные стороны, и ветки точно так же. Сам домик наспех сколочен из неровных деревянных досок, в которых вырезаны дырки для окон и дверей. По своей сути, это обычный сарай. Я добавил лестницу, созданную из тех же досок, что и сам дом, и какое-то время потратил на то, чтобы придать веткам нужную форму. Листву я создал точно таким же образом, как в проекте с городом из Герои 3. Еще одно дерево стоит на противоположной стороне двора. Для него я сделал все точно так же, только немного изменил расположение веток. Если в обычной жизни вырвать часть веток из дерева и посадить их как куст не получится, в 3D возможно все. Кусты в моем проекте — это просто куски дерева. И совсем не обязательно придумывать что-то новое. К сцене прибавляется все больше объектов, и рассказывать о каждом из них просто нет смысла, потому что моделируются они просто, а какой-то большой роли не играют. На заднем дворе я решил поставить полноценные качели. Я собрал их из кривых и добавил текстуру красного крашеного металла. Нужно сказать, что не в каждом дворе в России есть даже такие качели. Если для вас прошло несколько минут, для меня почти 20 часов. Удивительно, но я практически доделал сцену. Можно присмотреться к кадрам из мультфильма и увидеть, что газон показан черточками в разных местах самого газона и по краям рядом с объектами. Я решил, что лучше всего трава будет смотреться в местах, где ее нельзя срезать, а именно у корней деревьев, рядом со стенами и заборами. Поэтому я добавил частицы с травой как раз в эти места. На заднем дворе в некоторых сериях можно увидеть будку для собаки Симпсонов, маленького помощника Санты. Интересно, что по сути весь сериал начинается именно с маленького помощника Санты. В самой первой серии Гомер и Барт забирают его к себе домой с собачьих бегов. Для будки я использовал все те же доски и перекрасил их в розовый цвет. 10 минут и конура готова. Можно было найти еще с десяток предметов, которые бы хорошо смотрелись на сцене. Но я решил немного притормозить и привязал колесо к дереву, которое часто мелькает в сериале, а лежанку с маленькой лестницей поставил рядом с домом. Теперь для комфортного проживания есть все необходимые условия. Осталось добавить совсем небольшие детали. Например, коврик на входе и свернутую газету, которую не успели убрать с лужайки. Я добавил кусты по периметру участка и, конечно же, самый главный атрибут — занавески. Пусть они и не сильно заметны снаружи, но точно создают дополнительный уют. Пару часов я потратил на добавление облаков и деревьев вокруг участка, чтобы дом посреди поля не смотрелся одиноко. А прямо сейчас я готов вам показать то, что получилось. В очередной раз скажу, что получил большое количество опыта. Несмотря на то, что некоторые вещи становятся делать чуть легче, чем раньше, я все равно продолжаю сталкиваться с тем, что для меня непонятно. Все это значит только одно: нужно повышать сложность проектов еще больше. Напишите в комментариях, нравится ли вам тема Симпсонов, и не забудьте поставить лайк. Если эта тема будет интересна, я пойду дальше и полностью повторю интерьер дома. Судя по кадрам из мультфильма, там есть над чем поработать. И вместе с вами мы сможем прогуляться по настоящему дому в 3D. Обязательно подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не потерять канал Poly Road в списке подписок. И до встречи! Скоро здесь будет что-то очень крутое.